Здравствуйте, дорогие друзья. Но на этом все не заканчивается. События начинают развиваться еще стремительнее, когда Асия решает больше не молчать. Она больше не хочет быть той, кто просто чувствует теперь. Она хочет знать правду до конца. И одна случайная встреча меняет все. Асия сталкивается с Гюль лицом к лицу, без масок, без чужих имен. В этом взгляде все прошлое, боль, ревность и правда, которую уже невозможно скрыть. Этот момент становится переломным. Асия наконец убеждается, ее сомнения были не напрасны. Но вместо истерики она выбирает холодную решимость. Теперь она не будет бороться вслепую. Парс оказывается перед выбором, которого он так долго избегал. Две женщины, две разные истории. И обе требуют от него честности. Но проблема в том, что правда, которую он скрывал, оказывается гораздо глубже, чем просто чувство. Тем временем Гюль начинает действовать открыто. Она больше не прячется. Напротив, она делает шаг вперед и прямо заявляет о себе. Но это уже не та Гюль из прошлого. В ней появилась жесткость, даже расчет, и становится ясно, она пришла не только за любовью. Лейла, наблюдая за происходящим, усиливает давление. Ее план начинает приносить плоды. Но ситуация выходит из-под контроля. То, что задумывалось как игра, превращается в опасную комбинацию, где каждый шаг может привести к разрушительным последствиям. А в семье напряжение достигает предела. Старые тайны начинают всплывать одна за другой. И одна из них может изменить отношение всех к Парсу. В этот момент Асия принимает неожиданное решение. Она не устраивает сцен, не требует объяснений. Она делает шаг назад. Но не из-за слабости, а чтобы сохранить себя. И именно это решение становится самым сильным ударом для Парса. Потому что впервые он понимает, он может потерять ее не из-за прошлого, а из-за своей нерешительности. И вот теперь все действительно меняется. Потому что вопрос уже не в том, кого он любит, а в том, способен ли он вообще не потерять обоих. Как думаете, сможет ли Парс наконец сделать выбор, или он опоздает? Дорогие мои друзья, пишите свои мнения в комментариях, нам очень будет приятно их прочитать. Всего доброго, до свидания.